Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала под названием «Ретроспектива», где мы с вами вспоминаем, какие масштабные модели выходили в различных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. Герой сегодняшнего видеоролика – лимузин ГАЗ-12 который вышел в рамках польского проекта «Культовые автомобили Польши» под номером 83. Машина белого цвета, которая поступила в продажу в 2012 году. Аналогичный ГАЗ-12 выходил в рамках российского проекта «Автолегенды СССР», выпуск номер 3, машина черного цвета, которая поступила в продажу значительно раньше, чем польский вариант. И машину стали продавать 17 марта 2009 года. Ее рекомендованная розничная стоимость составляла 199 рублей. Также стоит отметить довольно интересный двухцветный вариант «Автолегенды СССР и соцстран», выпуск номер 206. Машина бордового цвета с белым, и ее начали продавать 22 февраля 2017 года. На мой взгляд, довольно интересное медицинское исполнение было в серии «Автомобиль на службе», выпуск номер 1, который поступил в продажу 20 августа 2011 года. И ознакомительная цена на первый выпуск составляла всего 99 рублей. Хотя в киосках эти модели продавали чуть дороже, порядка 170 рублей, но все равно за эту цену это был достойный экземпляр, который можно было поставить на полочку. И по большому счету это был самый дешевый ГАЗ-12 промышленного производства, который вы могли встретить в продаже. Также можно отметить машину из серии «Румынские автолегенды» номер 36, машина черного цвета, которая поставлялась вместе с подиумом. У меня в коллекции, к сожалению, нету машины из серии «Автолегенды СССР». Ей на замену я приобрел машину от нашего автопрома. Она не сильно отличается, тоже черного цвета, только у нее с завода окрашен салон. И для сравнения мы сегодня также посмотрим машину в медицинском исполнении из серии «Автомобиль на службе». Чем он отличается от польского издания и какие дефекты есть на российской модели. И также посмотрим на недочеты польского варианта, потому что бытует мнение, что европейская журнальная серия намного лучше, чем российское издание. Это на самом деле не так. На польских вариантах тоже встречается довольно много брака. Я вам показывал модели из польской журнальной серии, которые даже зачумели. Кому интересно, можете найти старые видеоролики на моем канале. И у машины блистер по большому счету точно такой же, как у российского издания. Единственное, отличается подложка, она тут серого цвета. Указан прототип ГАЗ-12 Также есть наклейка East Models, которая нам символизирует о том, что эта модель сделана на их пресс-формах. Другая информация, с которой можно ознакомиться. Указан масштаб. Также написано, что эта модель для коллекционеров, а не для детей, что немаловажно. И автомобиль изготовлен в Китае. Где же еще? Я уже распаковывал блистер, поэтому знаю, какие недочеты есть у этого автомобиля. И, кстати, сквозь блистер сложно рассмотреть дефекты, которые на лакокрасочном покрытии. Поэтому будьте осторожны при выборе модели. И после того, как вы ее распакуете, обратно уже магазин модель не принимает. Во всяком случае, у нас так. Ну, вот так выглядит этот образец. Более-менее аккуратная покраска, виднеется расшивка, но на лакокрасочном покрытии очень много различных соринок. И большая соринка виднеется на кромке лобового стекла. Вполне хорошо сделана передняя часть. Осветительная техника здесь в виде отдельных элементов. Прозрачные линзы фар, конечно, вид портят черные точки. Поворотники сделаны в хроме, также хромированная решетка радиатора со сквозными отверстиями, и у этой модели не хватает зачернения за решеткой радиатора, которая придала бы модели более реалистичный вид. Вместо табличек с надписью «ЗИМ» здесь установлены регистрационные номерные знаки, вполне хорошие колесные диски, они окрашены, колпаки сделаны в хроме. Диск обут в резиновую покрышку. Конечно, покрышка не самого лучшего качества. Обычный протектор, который устанавливается на все легковые автомобили из этой журнальной серии. И у этого ГАЗ-12 болтается передняя часть днища. Или не закручен винт до конца, или что-то здесь мешает, поэтому днище гуляет.
нужно будет посмотреть. После видеообзора разберу эту модель и попробую закрепить днище получше. Отдельная выхлопная труба, ее можно демонтировать и окрасить серебристой краской. Опять же, на днище указан прототип ГАЗ-12ЗИМ и написано, что модель изготовлена в Китае. Указан масштаб, больше других опознавательных знаков на днище вы не найдете. Задние фонари сделаны в хроме, покрыты красным лаком, криво установлена рукоятка открытия багажного отсека. И декоративный элемент сверху тут покрашен белым цветом. На модели из российской журнальной серии этот элемент выполнен в хроме. Ну и, конечно, салон здесь из пластика, окрашенного в массе, черного цвета. Опять же, при желании вы можете его окрасить самостоятельно. Стеклоочистители сделаны в хроме. На капоте присутствуют декоративные шильдики. Они сделаны серебристым цветом, плюс красная краска. И, по-моему, на российском варианте шильдики просто серебристые. И установлен флажок, маскот на капоте. Давайте посмотрим на машину из серии «Автомобиль на службе». Мне она нравится больше, более интересный прототип. Автомобиль окрашен в бежевый цвет, написано «Скорая медицинская помощь». Боковые окошки тут сделаны матовыми. На крыше установлен вот такой прожектор с крестиком. Также есть фароискатель на левом крыле. Зачернены отверстия под облицовкой радиатора. Вместо регистрационных номерных знаков тут надпись «ЗИМ». Точно такие же фары, точно такие же поворотники, точно такой же значок на капоте, а боковых шильдиков здесь нету. И у этой модели отличается салон. Присутствуют носилки сзади. Я тоже видел фотографии в интернете, как люди дорабатывали эти медицинские ГАЗ-12ЗИМ. Получался вполне хороший презентабельный вариант после того, как вы окрасите салон. На этой модели я самостоятельно окрасил выпускную систему и поставил харьковскую резину. Она придает модели более реалистичный вид. Можете сравнить ее с обычными покрышками, которые установлены с завода. И также тут отличается цвет колесных дисков. У медицинского варианта они светлее. А других отличий вы не найдете. На плашке днища по-другому изображено наименование автомобиля. Написано «Де Агостини» и по-русски написано «Сделано в Китае». И покажу вам машину от нашего автопрома. Тоже довольно интересный вариант. Я покупал этот ГАЗ-12ЗИМ, по-моему, за 250 рублей. И это дешевле, чем последующие выпуски журнальной серии, но дороже, чем третий выпуск, который предлагался на то время на территории Российской Федерации. Тоже поставил харьковскую резину, окрасил выхлопную трубу. Других доработок я на этом варианте не делал. И у этой модели, к сожалению, испортилось лакокрасочное покрытие. Сложно сказать, увидите ли вы на камеру, но краска покрылась различными пузырьками, и она стала бугристой. И такая проблема наблюдается на многих черных моделях, особенно из журнальной серии. Я вам как-то показывал ЗИЛ-41047, у которого тоже проблемы с лакокрасочным покрытием. Единственная машина, у которых нету проблем, это ГАЗ-13 Чайка. Но там крыша из пластика, также пластиковые боковины, а из металла только капот и крышка багажника. И тоже напишите в комментариях, на ваших моделях есть проблемы с лакокрасочным покрытием или это только на моих моделях так. Но факт остается фактом. И, кстати, у меня некоторые модели от Mini-Champs тоже имеют такие проблемы. И именно машины черного цвета. Возможно, как-то краска реагирует с металлом, потому что эти модели окрашиваются поверх металла, без грунтовки. Возможно, что-то еще. Цинковая чума тоже замечена на моделях из журнальной серии. Я вам показывал внедорожник Аро. У него тоже потрескался корпус.
Других моделей пока что с чумными корпусами в моей коллекции, к счастью, нету, но были проблемы у медицинского АМО, также развалился ЗИЛ Юность у некоторых коллекционеров и другие модели. ЛуАЗ я тоже видел с цинковой чумой и автомобили марки УАЗ. У нашего автопрома проблемные Волги ГАЗ-22, насколько мне известно. Вот такой польский вариант, который при желании вы можете приобрести в свою коллекцию. За свою модель я отдал 400 рублей. Этих денег она вполне стоит, дороже нету смысла покупать эти машинки. Сейчас они встречаются на вторичном рынке, их можно купить по заманчивой цене и сразу оптом несколько машин и пустить их под различные конверсии. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по модели ГАЗ-12 ЗИМ, которая выходила в серии «Автолегенды СССР» в ее зарубежных аналогах. Также не забывайте поддержать видеоролик лайком, если он вам понравился. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.